Пум-пум. Здорово, здорово, друзья мои. Доброго всем вечера. Вечера субботы. Прекрасный вечер. Позади замечательный выходной, впереди еще один выходной. Сидим, играем, развлекаемся, веселимся. У нас был небольшой забег из 2 стримов или даже из 3 стримов по Дездору. Вот. Некоторые могли подумать, что мы совсем забросили диск Elysium. Нет, не забросили. Вот мы возвращаемся как раз к этой замечательной игре. Вот. Как раз мы сейчас находимся где-то вот посередине между тем, чтобы совсем забыть, чем мы там занимались, и между тем, что типа еще пока светла память обо всем происходящем. Что у нас, собственно говоря, было в прошлый раз? В прошлый раз мы добрались таки до тела. Ну, мы, по-моему, кстати, и тогда добрались. Мы ходили по округе, искали деньги, мы нашли все-таки нужные 10 чего там, реалов, вот, которые были необходимы нам, чтобы заплатить за постой в местной харчевне, которую мы, естественно, по пьяни раздолбали и доставили очень большое количество неудобств, я так понял, и местным проживающим, и, собственно говоря, владельцу как таковому. Вот, мы заплатили ему неустойку, и теперь сегодня вечером мы сможем там заночевать. Это хорошо, это замечательно. Говорят, что многие игроки в диске Elysium закончили, так сказать, свое первое прохождение. Ну, как
Да, на том, что не смогли найти денег и легли спать в мусорке. А это, насколько я знаю, ничем хорошим не заканчивается. Да, есть еще небольшой процент людей, которые погибли буквально сразу же от разрыва сердца в самой первой локации, но их, насколько я знаю, меньшинство, поэтому на них смотреть не будем. Так, теперь хотел проверить, у меня есть алкогольный напиток и фонарик. И что это? Пустая ячейка. Отлично. Одежа. Открытка, Буги-стрит. И это же ручка с доброй зеленой обезьяной. Кружка желтый человек. Ах, да, кстати. Я помню... я в очках. Выгляжу обворожительно. Я, по-моему, в прошлый раз тоже так же посмотрел на себя и залип. Надо завязывать с этим. Так, я точно помню, что мы пытались пробраться в одну закрытую территорию. И для этого мне необходимо было пробросить кубик на определенную стату. И у меня проброс не получился. Я не помню, какую именно стату я должен был пробрасывать. Вот эта штука. Что такое? Восприятие. Восприятие зрения. Все, я еще раз могу кинуть? Почему я могу кинуть? Ну, давайте попробуем. Успех. Так, извечно спрятана секретная дверь. Ну-ка, сдвинь. Здорово. Не, а я что-то правда не могу понять, как так получилось, что... Я же точно в прошлый раз играл, пытался ее открыть, у меня не получилось. Я бросал также 73% успеха, и у меня все как бы посыпалось. What is this then? A tool shed? Let's investigate. Блин, Ким, ты мне нравишься. У тебя такой живой интеллект, ты всегда такой заинтересованный во всем. Тебе все интересно. Просто открыли мусорный бачок. Давайте посмотрим, что там. Какую-то непонятную дверь нашли. Просто давай посмотрим, что там. Давай. Серебряная тарелка с остатками желтоватого порошка. Be still, my beating heart. It's amphetamine. Sweet amphetamine. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror. He's studying you. There's a good vague way to ask where he stands on drug use. Professionally, I mean. Так, стоит вмешаться. Я и не думал это принимать, клянусь. Я думал только о правосудии, господи. По-настоящему раскрыть свои детективные способности, а ты по-настоящему проявляешься? Не-не-не-не-не, ну... Как бы я тут борюсь за то, чтобы наш главный герой, как бы, ладно, хрен с ним курить, но хотя бы не пил, а тут просто сразу, как бы, амфетамины. Давай жрать. Нет. Здорово! Здорово, друже. Рад тебя видеть. Perhaps not. This is below our pay grade, detective. However, see that ladder there? It's probably another way into the industrial harbor, no? A secret path the local kids use. Вот это уже интересно. Это диско Elysium. РПГ от компании Заум. Я параллельно, получается, начал проходить диско Elysium, потом прервался, сел, сделал троечку стримов по Дездору, и сейчас, получается, обратно вернулся к диско Elysium, чтобы не забыть сюжет. Тут все-таки сюжет богатый. Прочь с дороги, или тебе конец. Ух ты, что это такое? Денежки. Так, бляха-муха, почему табом? У меня только таб сломался именно сегодня, а? И здесь все подсвечивать надо. Немного? Ух ты.
Интересно. Об этой игре очень много разного писали. Везде и всюду. Восхваляли всячески. Магниевые добавки. И больше ничего нету интересного. Я надеюсь, попытка забраться на эту лесенку не вызовет у меня разрыва сердца. А вот это вот плащик-то знакомый. Понял, хорошо, не мешаем. О, я сюда теперь могу пройти, получается, да? Я могу сюда пройти. Этот проем скоро обвалится. Я надеюсь, не подо мной. Ну, не пока я под ним. Лишь ремонтные подпорки. Открытка Гранд Курон. О! Фига себе, я уже вторую открытку нашел. А мне дадут ачивку за то, что я кучу открыток собрал? Так, больше здесь на тап ничего такого нету, да, судя по всему. Может, даже играл, ну... Вполне возможно, вполне возможно. Говорю, очень она популярна. Прям о ней много и часто говорили. Так, я что-то встрял и не иду никуда. Ноуте Acer. Знаем такие ноуты. У меня друган в свое время купил. Для того, чтобы работать на нем. Тогда по тем временам смешные 12 тысяч купил. По акции. Ну, ничего страшного. Полагаю, да перестану. Так, а как мне забраться повыше? 30 подписчиков. Вау. Действительно вау. Согласен. Ой-ой, Ким, подожди. Я хотел коробочку посмотреть. Назафет. Назафет, это хорошо. Назафет это мы любим. Назафет это приятно. Здесь 100 пудов что-то валяется. Да, вот я вижу. О, еще 90 сантимов или что там у них. Да я богач, у меня 29,51. Так, и погодите, и что дальше-то? Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. Ну да, есть предположение, что это я. When the wind ruffles the cloak, you can most definitely see a white rectangle on its back. Меня разорвало, это полицейский плащ. На данный момент этот плащ меня не интересует. Очень даже интересует, дружище. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you have a habit of being careless with your equipment. You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. Разденься догола. А, типа одежда... Это повысит акробатику. Погоди. Но это может повлиять на отношение Кима Кицураги ко мне. Разве это нормально? 8%. Да, не сильно успешно. The wind Да, по is сторонам. aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering in the distance. Over. Then he turns back to the sad piece of fabric flapping in the wind. Ну ладно, понял, хорошо. Сейчас разденусь. А, нужно правой кнопкой мыши. Эх. Где наша не пропадала, да? Чего не сделаешь только ради того, чтобы достать свой... свой плащ. Сохранится? О, F5, кстати, F5 работает. The tarpaulin cloak with possible RCM markings Ну, is still caught on the между railing. 8 и 28 как бы да, разница все-таки есть. Ну чё, скрестили пальчики, нажимаем на кнопочку. Эй, сука, сейчас раздолбаюсь. Не, а почему бы просто не...
Типа я зассал. No, no. That's still too high. What were you thinking? Да тут в You're not смысле a лететь gymnast. меньше этажа, You're a ты boxer. чё? And you've climbed. You could have died there. Shit, Боевой shit, дух shit, минус. shit. I'm failing you. This wasn't part of our deal. Hey, hey! What happened? I understand. We can always come back when you are feeling better. It's just a cloak after all. Типа, говорит, прокачай эквилибристику. Блин, ну, мне как бы не хотелось бы особо за это вот... Давай, попробую еще разочек. Плащ нужен? Блин, ладно. Ну вот, да, вроде взрослый человек, а прыгнуть не может. Ну, я сейчас разочек попробую. Не, увы. Увы, наверное, попозже приду. Но это, получается, надо эквилибристику разочек подкачнуть. Эх. Бабай, как высоко. Ёкарный бабай, шуми! Hey, hey! I understand. Да. We can always come back when you are feeling better. It's just a cloak after all. Ладно. Все-таки надо, да, чуть-чуть подкачаться. Так, рабочие джинсы не мое. Вот полицейская волна. Галстук. Вот. Еще разочек. Ну хорошо. Третий раз, да, согласен. Просто совсем тоже, говорю, эксплойтить сейвлоад как-то, блин, я не знаю. Как бы игра-то рассчитана на другое. Тут как... Ну, с другой стороны, если бы это было а-ля Баннер Сага, где у тебя вот... Не судьба вообще. У меня даже такое ощущение, будто игра как-то, не знаю, запоминает или что. Результат твоей проверки и просто тебе не дает раз за разом перезагружаться. Или это не так? Ты, Алин, проходила, не обращала внимания? Или ты не использовала вот Quick Save, Quick Load? Может прокнуться, да? Ну ладно, я 3 раза попробовал, я говорю, совсем это как бы... Юзать эту механику как будто бы не это. А, использовал, да? Это какая хитрюга. Оранжевая бомжовская шапка. Да, that's my boy. That's my shit. Ну ладно, еще разочек. Ну не могу, ну блин, ну вот же плащик. 28%, это очень прям высокий. Нет, не дает. 28 слишком мало. 28. Мне интересно, а почему только так достать-то? Ну реально лететь-то всего тут пару метров. Ё-моё. Ёкарный бабай. Надо было прыгать. Ну что ж ты вот не прыгаешь-то? Раз такая. А, и белый пиджак надень, да. Вот, и очечи, да, обязательно очечи. Эх, красавец. Эх, ладно. Как вообще у меня плащ там оказался? Вот тоже вопрос хороший. Ну да, тут что-то прям очень грустно. Очень грустно. Ну, мы еще вернемся к этому вопросу. Нужна эквилибристика. Нет шансов. Да, пожалуй. Но я более чем уверен, что вариантов достать этот плащ как минимум 2, и мы пока нашли только один из них. Вот, который требует эквилибристику. Второй, скорее всего, это откроется, когда мы там доберемся до какого-нибудь, ну, до вот той двери, из этой вот, не до башенки или что. И вот оттуда можно будет выйти и спокойно плащ забрать. Мне такое ощущение, потому что там есть точка активности, на которую можно пожамкать. Соответственно, на ту площадку можно попасть не только с прыжка, но еще и с чего-нибудь. Вот. Вопрос только в том, что, ну, мы не можем. Что случилось? Что за мысли? Это лестница специально для детей, она не выдержит вес взрослого человека. А, ишь ты. Прикольно. Гораздо дальше по игре. Ну, будет левелап, если где-то вдруг когда-то
Если кто-то где-то вдруг левел-ап мне даст, я в таком случае возьму, вкину в эквилибристику и попробую еще раз. Там, наверное, будет где-то в районе 36% вероятность успеха. А теперь давайте дальше пытаться расследовать дело об убийстве немолодого человека. Дальнобойщик-расист. Это то, где мы находимся. Don't you welcome to Revacholmi. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. За живое Кима зацепили. Очень за живое. What he means is, fixation on the Revacholian nation makes it harder for Revachol to actually attain self-determination. Come on, man. I just said welcome to Revachol. It's a lorry driver thing. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave. But you see, I'm an officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Silence. The air between them becomes tense. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. Без Б, Ким, я с тобой. Я даже не знаю. Не, я, в принципе, на стороне Кима в данной ситуации. Это как бы без вариантов. You two make a cute couple. The lieutenant exhales and resumes his regular calmness. Whatever you say, officers. He smells of Дать бы heavy тебе по oil лицу, а? and his Меня, breath вот, of честно, high tar когда я contains разговаривал cigarettes, с Куна, probably я as хотел ему white. двинуть не потому, что меня Куна бесит, а просто, ну вот, ну это какой-то вот человек, обжеванный наркотиками, который кидает в труп камушки и ведет себя крайне вызывающе. И, ну, хочется ради интереса хотя бы подзатыльничек ему, так сказать, отвесить, чтобы он в себя пришел. Вот. А этому прям целенаправленно хочется двинуть в челюсть, чтобы он немножечко-то поостыл, порасслабился. Тем более, что мы действительно два полицейских подошли, как бы, ну... Я нашел кружку в мусоре. Твоя? Oh man, that's great. Look at that gun, man. Thanks for that, but no, it's not my... He doesn't live in Martinez. Почему вообще он должен был спрашивать об этой кружке? Переводишь. Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so it's a sit and wait on your ass situation. Apples. Apples is exactly the kind of thing you'd say if you had something to hide. Yeah, apples. I take it you had other questions? О чем был спор, в принципе, мне понятно. У него, в принципе, в именовании указано, как бы, о чем он будет спорить с человеком азиатской внешности. Мне с тобой неинтересно общаться. Ты какой-то мерзкий, противный, неприятный. Не можешь срать, не мучить и жопу. Золотые слова. Вот прям... С одной стороны, я понимаю, что мне нужно поговорить с этим здоровым дядечкой, как будто бы. Но я боюсь, что весь этот разговор приведет меня в какие-то жуткие... Что у нас здесь? A lorry stuck in the traffic jam.
This big, heavy grad-made machine Да, is well несколько kept месяцев. for such an old machine. А, я вспомнил. На следующий день в 9 вечера мне нужно явиться в многоквартирный дом и пообщаться с молодым человеком, который часто курит на балконе и мог видеть что-то. Или кого-то. Или все разом. И то, и это. The windows в окне. are clear. They've been recently washed. You can see a lorryman's cabin with personal belongings. Stick to На the заднем back сиденье. end of the cabin as a small perch to sleep. Large ashtrays. There are several suns and wheels sewn into the curtain. A book with ragged edges catches your notice. The front cover features a large, muscular man. Далее. The title reads, Man from Eamdal in the lost city of the Pygmies. И зачем Racist мне это? nationalist paraphernalia. Not Oh. unusual in this part of town. This is our guy. Likely, yes. This guy's proud of who he is. Drapes it all over his machine. The driver has adorned his space with a substantial collection of peculiar paraphernalia. Proclamation. A large metal pendant hangs from Ясно. the rear view mirror. The pendant свинцом features a волнистых sun лучей. crown with wavy. It is the seal of royalist era Revachol. Нормально. Несколько агрессивный, конечно, он получается, такой расист. Тяжелые у вас времена, я могу вам сказать так. Тяжелые у вас времена. Это забастовка. А, по-моему, я с тобой пытался поговорить, ты немножко не алё. Да, Her eye. ты немножечко не алё. Хочется просто досмотреть, где тут... О, это тупик? Я удивлен. Мне вообще казалось, что здесь тупиков нету. Локация-то в целом весьма лаконична. Это замечательно. Не придется тратить целые сутки, чтобы все оббегать. Да подожди ты, ё-моё. Не понял? Все, теперь понял. С этой стороны ты подойти не мог, но вот с другой сумел. Окей. Здравствуйте, уважаемый. Hello again, my man. А, What's on your mind? угу. А, ты пытался... Все, я вспомнил. Именно ты перевозишь, так ли это важно? Ну, расскажи. High-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Я гляжу, у тебя с юмором все хорошо. He's merely joking. Ты арестован. Can't even get a few jokes past you, my man. I've got another haul of found cargo. Mostly sporting goods, tracksuits and that kind of thing. Палм. Это не эта же самую фирму продает Куна за безумнейшие просто 500 реалов. Блядь, за 500 реалов зайца в поле лопатой убью. They usually get shipped to Grad in the Occident, though we've been making headway in the Ilmoran market lately. Так, хоть ничего нелегального. Угу. А можно мне один? Pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. Ну, это логично, но спросить-то стоило. Кто знает. Not unless they've illegalized sports equipment while I was on the road. Товар не объявили незаконно. Приятный человек. Это, наверное, после Кима Кицураги это первый человек, с которым мне просто приятно общаться. Без всяких, как бы, но. Чувством юмора, The как бы, man это. taps his fingers rhythmically. Не отказывается отвечать на мои вопросы. И неважно, насколько они дурацкие. Он просто общается. Люблю таких. А, тебя я помню, ты очечи продаешь. Это что за херня тут? В полиэтиленовом пакете с макаронами стоит штамп «Гуманитарная помощь». А, тут все можно посмотреть так-то. Он не предназначен для
Но он вроде и не продает всякие тунцы и прочее. Колонки от самарийцев. Ты тут гуманитарной помощью, что ли, торгуешь? Я понять не могу. Ах ты, ёма, народ. Ты думаешь, умнее всех? О, какое интересное загадочное место. И я, судя по всему, в нем был. Так, туда не попасть, а я и не хочу. Что у нас? Вау. Оу, это что у нас за подворотни? Почему Кима Кицураги колбасила во все стороны? Или я в прошлый раз тут был? Ни хрена я тут не был. Перчатки, которые добавляют электрохимии. У меня же перчаток как раз нету. Слушай, ну, у меня есть потертые джинсы. У меня есть белая майка и бомжовская шапка. Я могу вполне себе переодеться в бомжа. Кстати, пиджак лучше, да, оставить. Ну, вылитый. Идеально. Вот идеально. Просто типичный мой воскресный образ. Ладно. Мы все-таки тут пытаемся разгадать убийство. Так что и шапку бомжовскую сними, пожалуйста. Она почему-то убавляет риторику. Я не могу понять, почему. Как наличие шапки на моей голове мешает мне разговаривать с людьми. Ну, я имею в виду... Типа, их восприятие ко мне, конечно же, изменится, но мой-то говорильный навык-то не должен никак пострадать. Ох, ёкарный бывает, ты еще что за... Антиквариат какой-то, или что это? Бюст женщины. Она специфически проста. Дэй. В темноте крутится кинопроектор. Это что такое у вас? Какое-то устройство. Древний кассовый аппарат. Ну, военная форма, но есть и парочка более экстравагантных предметов. Это ломбард. Пиленный уличный фонарь. Внимательней. Где ты его взял? The light pole has been carefully cut, and the wiring has been redone and attached to a standard indoor plug. The light buzzes faintly, but persistently. Прикольно. This would make quite a statement in your living room. Yes, officer. As you see, it's in perfect working order. Рой гнездо. Не буду я ничего His рыть. manner is casual, but his speech is careful, measured. He wants you to know that he has Выверено. nothing to hide. Ну что ж, да. И сколько? 700 real. A bargain, I dare say. There's also the matter of rewiring, but the most important transformation is the light's placement among ordinary indoor fixtures, which has adjusted its morphological field. The light became suitable for use inside the home just a few days ago. Я реально могу купить фонарь? В гостиную? Зачем? Еще и за безумнейшие 700 реалов. У меня нет столько денег, конечно же, сейчас. Ну просто зачем? Зачем мне покупать фонарь? У меня даже квартиры нет. The boomboxes on the shelf look well О, loved это and интересно. well traveled, chipped, dented. They stare at you with the one especially catches your eye. Deep gold Золотистый и and amber янтарный plastic with a пластик. big old handle on top. A classic boombox that says Stereo 8 approved. Just make sure it works before you buy it. Может, это пригодится? Да, конечно, сможет. Господи, главное купить, а там уже The Harman разберемся. Welsh W2, made in Vespa, designed in Seoul, plays all reel-to-reel formats, 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. О. Это... Что прыгает запись, этот предмет... Это типа портативный проигрыватель, я так понимаю, да? Типа плеер местный.
Ну, 12 реалов это не так уж и много, но мне пока рано тратить деньги. Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech, found sounds and music from a variety of genres. А им интересно, можно though воспользоваться как I диктофоном? don't really like Ну, music. типа, что-то записать, а потом проиграть. А то, может быть, здесь есть какой-нибудь замок с голосовым управлением, и можно было бы этой штукой воспользоваться. That's odd. Why doesn't he like music? Че, немножко вперед забежал, да, судя по всему. Если такой будет... Ну, если такой будет, я знаю, где взять диктофон, да. Не, я не собираюсь... The stuff I record myself. Silverware shaking in drawers as motor cars race by. Nocturnal animals climbing on the roof. Airship rotors. That kind of thing. Ты интересный молодой человек. Maybe you should ditch music as well. Хорошо. 12 реалов это не 700 за фонарь. А это что такое? Wow, a very large red t-shirt with an impressive print stands out from the other garb. Oh yeah, the print depicts a muscled man striding toward you, a giant sword in each hand, encircled by burning embers. Behind him is a cluster of cabins engulfed in flames. Классная Beneath майка. him are the words, Не, себе я бы "Beyond такую thou взял, конечно. burning." Это прям, The да. antlers on the hood of the man's cloak and his piercing blue eyes are familiar. Понюхать футболку. Чё It's это the за man мужик? from Hendal. Эльмдаль. Walking away from his burning village. Yes. The man from Yelmdal is the hero of a series of popular books based on a fictional version of Kotla, mostly what is nowadays Arda NFD. In fact, most people don't think that man from Yelmdal ever really existed, but they are wrong. Hendal isn't a real place. Neither is the man a real man, of course. But both the man and Hjelmdal are an ontological necessity. But hey, it's not worth getting it. Wow, what? I mean, even if the man from Hjelmdal didn't exist before the adventure novels, the stories have made it so that he has. It's simple, really. Вон ты что имеешь в виду. Okay. You sound skeptical. It's not that complicated. All that's required is a more robust understanding of cause and of besides. I've been to Kotla, though not quite as far north as the Hjelmdal, and watched northern lights travel across the sky. His theory isn't exactly incoherent, but its logic does suggest some unusual neural activity. Ну да, Smells понюхаем, like мне просто worn интересно. cotton and a little old sweat there. Worn cotton Не on the стиранная. side of flea market or trash bin. Sniffing is okay, but please don't try anything on. Can't have you leaving your photon emissions in the fabric of things you're not going to buy. А ты интересный молодой человек. Фотонные у него там, видишь ли, излучения на людей, на людях, на людьев. You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty. Техника средняя. Давай нароем поистине крутую фигурку. Я понятия не имею, зачем мне это надо. Но вдруг... Why? What's Надо this? же! A headless Нашел! man riding a horse. A headless man wearing futuristic tracksuit trousers that say foul. Oh, that's the Headless Phone Rider. Кто? The Headless Phone Rider. It's an urban legend about a man who rides the Костюме streets of Phone. Revachol sporting a fawn tracksuit.
As you see, he's missing his head. Ну, то есть, по сути, ты не рассказал мне нового ничего. 50 cents. Bargain price. I'll throw in the tiny cap too. I think he's looking for it, or something. That part of the story has many interpretations. Маленькая шапочка. He lost his cap when he lost his head. Perhaps he's looking for the head. Да потом. Все. Я честно, я не знаю, вот зачем мне может понадобиться проигрыватель, я еще могу предположить. Но на кой мне хрен может понадобиться фигурка всадник без головы от Фаун? Я на самом деле хочу ее сейчас купить. Просто потому, что наличие данной фигурки у меня в инвентаре может синициировать некий диалог с кем-то. С кем я, допустим, в будущем буду разговаривать. И мне просто скажут, ну, предложите ему эту фигурку. И мне, возможно, это как-то аукнется в позитив. Плюс 50 септимов, это сантимов, извиняюсь. 50 сантимов, это не так уж и много. То есть я не так сильно теряю. Это не как заплатить 12 реалов за проигрыватель. Поэтому так и быть я куплю. Она должна приносить удачу. Ох, я сейчас чувствую, она мне там... Не написано, что она. Она просто вот... Всадник без головы. Со шляпкой, кстати. Шляпа Фаун, из-за которой он и потерял голову. Голова в набор не входит. Не, ну окей, я просто, ну... Если в итоге выяснится, что это реально был просто мусор, вообще ни о чемный, то я, конечно, немножко расстроюсь. Потому что, блин, ну какого хрена тогда я, во-первых, пробросил проверку успешно и вытянул эту дурацкую фигурку. На самом деле не важно. Ну, как бы вытянул и вытянул. Продолжаем осмотр окружающего пространства. Здравствуйте, уважаемые. Что он там режет? Это сосиска у него в руках? Или это что вообще? А, есть ачивка за фигурки. Блин, а я просто все здесь происходящее я воспринимаю чересчур серьезно. Если... Вроде бы. Ну ладно, посмотрим со временем. Доброго дня, доброго дня. А, это салями. With an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard that has fallen down into the canal between them. I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, plenty of daredevil drivers in Revachol. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here, especially a waterlock. The rest of the coast is closed off till then. Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a bizarro church. Not much use to the congregation, though. There always seems to be something wrong with it. Yeah, not really much else. Just bombed out ruins. Ну ладно. Просить у него солями я что-то не вижу смысла. Погоди, а... Не понял, а где рекламный этот баннер? А, вон он, рекламный баннер. Маслом вниз. A crumpled billboard reading Samaran butter soaks in the canal. Two ugly lines mar the bright countenance of a blonde boy depicted. И причем на нем следы от шин. Как? Это как? Нифига себе. Ну ладно. Блять, вот 72% вероятность успеха. Я прям уверен, сейчас какая-то говна выпадет.
Да, около трупа у меня тоже вот сразу мысль сложилась, что, возможно, следы на баннере и следы около трупа схожи, либо если вообще не одинаковые. Вот. Ну там не... Да, вот около трупа там есть следы, которые можно было проанализировать, но мне не хватило очков навыка разглядеть. Ну как? Да, я провалил проверку в отеле. Там была вероятность успеха 73%, и у меня просто такой... Пам, нафиг. Я такой, ладно, ладно, и... Пошел я нафиг, я понял. Спасибо. Спасибо, диск Elysium, ты бесишь. 73% вероятность успеха. Ну, хоть иногда... Почему? Почему? Почему мне 50% успеха? То есть это, по сути, ну вот, один к 2. Блин, господи, выпало, не выпало. Мне выпадает. Тут 73%. Это сколько? Это из 4 бросков 3 победных. Ну, блин, почти 3, да. Ладно, окей. Это визуальный анализ, да? Визуальный анализ у меня, кстати, очень неплохой. Что такое самарийское масло? Очень нравится. The Samarran terrain makes it easier to raise goats than cows, and the local goat farmers produce high-quality meat. It's an acquired taste. Да, ну ладно. Ким, кажется, у тебя... А, нет, у тебя все в порядке, извини. Занятный баг. По-настоящему занятный баг. Да. Гличуха забавная. Извините, что я мешаю играть. Можете что-нибудь рассказать интересное? Life doesn't need to be a struggle. I'll be with you in a moment, officer. Let me just finish my sandwich. Talk to angry old René first. Угу. Давайте поговорим. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, all right? I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. These manly men are playing Интересный balls. диалог. This is a ball Ага. game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. Ну, у меня есть вопрос. А как в это играть? И стоит ли мне вообще начинать играть? Что это за игра? You got this. There's the ball. You're the game. Нифига себе, +2, типа, за то, что я действую без заминки. 83%. Как говорится, что может пойти не так? Ты смотри-ка, успех. Почему это? Почему это успех? Что ты делаешь? You are immediately surprised by the ball's lack of weight. No matter. You'll make it work. Что я пытаюсь сделать? God, this is right. You feel the familiar tremble of excitement and adrenaline that precedes every victory. Time has frozen. Это скотский поступок? На них всегда... Чё? Я не хотел делать скотский поступок. Почему? Так. Знакомый дрожь азарта, всплеск адреналина перед победой. Время застыло. Осмотреть окружение. All sounds, smells, even the wind. Человека и шара. Почувствовать шар.
It has На a ощупь pattern, на нем есть какой-то узор probably этой a компании. sponsored ball. Yours would only be covered with already your muscles are Мышцы уже adjusting to the подстраиваются weight, под the вес. nervous system calibrating, until you and the ball have merged into a single. Шаровек! The man ball is ready. Шаровек! Я шаровек! An Oh, yeah. embodiment of pure motion, a fine-tuned locomotor running at maximum efficiency. Инерцию нельзя удержать, как нельзя удержать выпущенную из ствола пулю. Отпускай. Стань пулей. Что же я делаю? Merde! Bordel de merde! Что за хуйню я творю? Ладно. A whorehouse of shit. Спасибо за перевод. It wasn't whorehouse of shit. The shot was at least 23 meters, probably 24, and then some. Nothing to be embarrassed about. What the hell is your problem? Не слабый правый трицепс, блядь. Класс. Это класс. Vandalized our game, son! We can't play petanque with 5 bull! Пепитанк. Ах, петанк. Теперь понятно. Я думал, мы толкаем... По-моему, очевидно, что мы не то... No, we are not good, goddammit! We want our bull back! Take it easy, René. This is just a misunderstanding, isn't it, officer? No harm done. Of course there's harm done, you orange slug! You owe us a goddamn bull! Ха! Прикольно. Квест. Вот это я понимаю, взял квест. Просто пришел, испортил людям игру, получил квест. Good. Mistakes are forgiven when men at least try to right their wrongs. I believe you will try. Now, why did you approach us? Смотри-ка, это его Why успокоило. did you come here? It's unlikely they know anything about the murder. You never know. He might know something. This is a good vantage point. Играете в воронке. Или по ше. Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. He doesn't know about the crime. Your time is better spent discussing politics. I'm confident they are indispensable in regard to all the paperwork and other administrative duties. I know the kind. Gaston here is the same. A weather vane. Never stood up for anything in his life either. Oh, René. If you only knew life beyond confrontations, conflict, and extremities. Ah, yes. King Philip III on his stage. A reminder of what Revachol once was. Ну, расскажи. Absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. У вас, судя по всему, разные мнения относительно вашего предыдущего правителя. Cocaine sounds like our kind of king. And
Just imagine what kind of cocaine a king would have had. Почему меня это волнует? A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be under the leadership of a true king. Someone who knows how to rule. Что там насчет кокаина? Decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This is something the insurgents never understood. Revachol would be a different place if more people realized that. We could still... Don't get started on that again. What happened, happened. The Carabiner doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. Right. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. No. It was left by heavy artillery fire. Вот оно что. Why what? Because that's what happens when communards hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. Commies, communists, socialists, anarchists, call them what you like. They just chose the name to feel special. Senseless sentimentality. Sadly, no. It was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly. Too valiantly. So valiantly we got licked. Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't though, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. It was probably a bit more complicated than that. Because this place is a damn beachhead. Had to soften the commies up first. Yes, the military coordinated amphibious landing to take back Revachol. Martinez was used as one of the 3 footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08. The other 2 are off in Stella Maris and the Delta. This here is Blood Ground, where coalition boots first made landfall and cleaned those rabid dogs out. Most likely, we played pétanque on their mangled corpses. Blood ground. You got old René going there. Like he isn't hungry enough already. Don't get me wrong, officer. I hate those foreign dogs, but the enemy of my enemy and all that. They're the lesser evil. Damn right, son. They laid the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. The rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course, they still all influence. You don't even begin to truly understand the players at the table, let alone the specific circumstances surrounding the... What do you think? Thinking men have opinions on these things. Present one. Должен быть, мягкотелые социалисты прокладывали путь для крепкого рабочего класса. Заморские державы разгребли за нами бардак и теперь правят нами. У коалиции вроде бы неплохо получается, мне просто не понимают, как зарабатывать деньги. I'm sorry it had to be them. After 8 years of fighting those hyenas, boiling cats for food and drinking piss in the mountains,
I would have preferred if the right honorable King Guillaume returned to Revachol, or even if that damn clan Frisel had risen from the grave and led us. Sadly, that was instead. All that is just, holy, and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. Foreign influence peddling garbage and stupid music on the radio. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. A true king in both blood and mind led Revachol before Frisel. He would have been better, but the damn commies drove him into exile. Some manner of self-deceit is present in his thinking. Sounds like this Guillaume abandoned him, and he doesn't want to admit it. Damn Frisel. He was the king we couldn't protect. The Carabineers failed him, and the crown. He died in the hands of the Hyperlay, in a very public execution. He slouches as he says that. It makes him smaller, admitting they left the king to the mob. Suzerain is the king! Has everyone forgotten already? They've forgotten already. It's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it happened. When we took our last stand against the filth and rode the cavalry. Ладно, не буду пытаться проверять. Ладно. Потом разговаривать, ты еще в папашных яйцах был, когда все это случилось. Последний бой отбросом и бросились в кавалерийскую атаку. Ну, для начала, наверное, нужно найти потерянный буль. Вот. Кстати, забавно, что я буль отправил в воду. Не понял. Evening falls. The time has come to take the vow. The vows are blood and flesh. Lower intestine. The term is metabolic and circulatory system. Fascism, brota. Чего? Many things, but it's mostly about trusting your gut. Who does your gut tell you is the source of Revachol's problems? Я не знаю, кто проблема, но ты вообще система, да? We're talking about the weakest, worst, most insane thing. The weak link. Вы академики? Them, but women. Вероломный женщин. Чего? Women, men of war. You don't like them. They're insane. Their idiocy needs to be scrubbed off this world with rubbing alcohol. Woo men need to go back to the fucking kitchen. Мое нутро не любит женщин? Чего? That's what fascism boils down to. The rest is also important. Или типа это у меня алкоголизм во мне проснулся и такой: давай! Главное, что Вилан женщина знал свое место. Почему? Что? Это такие желудочные спазмы. You're having a stomach truth. Почему это со мной происходит? That others won't say. The good things, you've said them many times. Традиционализм. День. Ладно. You're going to keep your views, right? Keep your views, brota. Я был во славу великой. Его, о чем разговор?
Да, и There's вообще... a slow, painful growl somewhere in your intestines, knocking on your alcohol-engorged liver. Оу. It is one of betrayal and disappointment. Я предал свое нутро. Как я буду сегодня спать, вообще не представляю. Видимо, очень-очень тяжело. Огромные булишеры, достойные настоящего мужика. Да, было бы здорово. Это почтовый ящик, который я погладил. И ему от этого стало лучше. Сломал этот платный бинокль, и теперь он не работает. Вряд ли в книжном магазине есть игровые були. Так, сюда я уже бегал. Я тут даже бутылочки собрал. Ой. Так, тут... кстати, здесь, по-моему, концептуализм надо было применять. Я с того момента что-нибудь пополнил, нет? Just an ordinary war. Nothing to see here. Творческие порывы Синди заразительные. 17% это маловато, я даже не знаю, есть ли смысл. Причем, по-моему, я эту херню кидал уже. Ну чё? Окей. Не очень-то я и собирался с тобой общаться. Думал, ну мало ли что, может, после определенного... Так, а это что такое? Это куда дорога? Эта дорога закрыта. Меня туда не пустят. Жилой дом, если я все правильно помню, я осмотрел полностью. Вот. Думаю, туда, наверное, особо смысла нет мне топать. Простите, это что, мусорка? Это запертая мусорка. Окей. Погоди, но у меня же болторез есть. Может быть, я смогу его... с болторезом в правой руке. Военно-морское пальто. А тот невнятный спуск в подвал, может быть, я и его смогу сковырнуть? Нет, не похоже. У меня фомочка есть же. Ну-ка, давай. Оба! Вот такой я заправский взломщик. Но, увы, это не помогло. Окей, продолжаем наше исследование окружающей действительности. Так, тут все, в общем-то, тут ничего нового. Тут просто дама, и она сидит, стоит, ждет. То есть в этой стороне я тоже забрел в тупик. Кстати, через 23 минуты откроется в кафешке закрытая территория, которую сняли эти, как их звать-то, замените потерянный буль на аналогичный шар. Не было бы сейчас холодно, я бы, может быть, даже и рискнул бы опуститься... Профсоюз, во, господи. А я что сказал? Я, короче, что-то другое сказал, я точно помню. Молодой человек. Окей, ладно. Зайду в книжный. Как-то... Вот сколько брожу, книжный я еще сегодня не заходил. Да и вчера, и позавчера. Вообще, редко бываю в книжной. Издание подтаявшие конфеты. Здесь, кстати, много чего можно пощупать. Старые спортивные журналы. Пользуется озерная форель.
А это что? You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Потом поговорим обязательно. Но в подсобочку я бы сходил, никогда не знаешь, что там находится. Осталось только убедить владелицу магазина, что мне в подсобку нужно обязательно по-любому попасть, потому что там, я уверен, содержится что-то чрезвычайно интересное. Ну, ничем не хуже, чем безголовая фигурка. Это факт. Магия фашистов. За странная магическая школа у них, интересно. Еще одна скучная книга. Что у нас здесь? This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous Литературы people. и There's о also a wide range of паранатуральных явлениях. paranormal literature. Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. Оу, I can't have you end интересно. up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no! И странно. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The maps look old and faded. Your eye Грядет catches a озарение? map of Insulinda, Озарение a грядет. map of Revachol, Я что-то там and a map расколупал. of Martinez. Острова Ли, Ревашоля и Мартинеза. The Ревашоля? north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the river Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial to the east, rolling hillsides. Le Jardin, Stella Marie, the suburb Houdon. It's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forberg. It's almost as bad and much larger. You feel you're just west of Coal City, somewhere above Jamrock and close to Coal City. It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an ice. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor, even the whirling in rags there. Мы сейчас понятно, в Мартине. This large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Another far away in the Ozon, Laurentide, Fas a la Mer, archipelagos, North Arcade Islands. All just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted line, disintegrating into mathematics. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. You can, on Caillou, Revachol, a single black star, on Ozon, Fondelier, and Vimandu, on archipelagos, Croyan Moran, Villiers, on Seminine, Olduvai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. 850 million people live on these little dots, an oceanic world of culture and commerce torn apart. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is connections to other worlds, words past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. You have little idea what they are. Distant stars, gods, but looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large. Perhaps they are gods, gods of distance and... I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, they're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though.
That old thing? It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago, they also renovated Я the вижу, horse что 90 statues, сентимов set up это those прям, да, coin-operated копейки. viewers, and designed the new street lamps. The place does not look like a successful tourist trap, does it? They didn't get that far, for some reason. A shame. The project Можно never got попытаться ее going. украсть. Я не хочу It'd be даже nice if пытаться. someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. Хорошо. Always good to be informed of your surroundings. Спасибо. Lonesome, long way home. Here we go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market, past the Boogie Street spearhead to the other side of the lake, the frozen eye at the center of the district. Then past the video rental store on the corner. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox. 11 Voyager Road, Voyager дом Road. 11. You no longer live there. И Those чё? times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now. Придают один психики. Зачем мне это все? Ну вот лимит улучшения. Ладно, окей. Беспощадная самокритика, в общем-то, продолжает пока работать. Еще 3 часа осталось. Одежда. А ну, одежда у меня была. Взаимодействовать. Карта. Взаимодействовать в инвентаре. Это как взаимодействовать в инвентаре? Это... А, во, The worn господи. map features the patchwork grid of the street. Your Подсветить finger moves маршрут. through the various streets. Across Rue de Sangis Lane and Rue Saint-Sipar. Finally, coming to a halt on the spot where you are currently. For a more detailed view of the map, go to your journal and select the map tab. Типа теперь у меня в журнале карта появилась. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Прекрасно, прекрасно. Ага, а вот, собственно, набережная Мартинеза. Да, вот, вот. Это здесь я был. Где-то тут. Ага. Где-то, короче, здесь должен располагаться еще этот, господи, шлюз, который в данный момент не закрыт. Хижина рыбак. Почему здесь большое яйцо разбитое? Коробка солнца. Оу, статуя всадника. Ага, тут еще и, кстати, на карте отмечены какие-то вот там проверки, не проверки. И лень. Сложно. Риторика, эквилибристика сложно. Блин, класс. Сразу на карте все пометили. Это замечательно. Грубая сила сложно, невозможно, легендарно. Стойкость проявить по отношению к нему. Ну, блин, стойкость легендарная, это жесть. Испорченный журнал техника средняя, невозможно. Самообладание легендарно, сложно. Да, я так понимаю, что единственный способ снять трупешник — это попытаться самообладанием пройтись. Что случилось? Магия. Чего? The plaque on the shelf reads, Biographies of famous people. You see a large variety of names. None of browsing through all the books with all their names makes your head spin. None of these seem important. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love, the tragic true love story of Jacob Irv and Alfie Delatraz, by one Cecilia Averbrook. High Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tourney racers in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called
The anti-star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs and cocaine into the other. Next to that, Revacholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a run-down drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on... I really must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. Do still browse, though, but not too long. I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. Time is commerce. Окей. Если ты мне так не дашь насладиться нормально. With books from the same series. You see the Mullen. Dick Mullen. A couple of spook novels hide amidst all the detective books. Thrilling tales of spycraft and daring crime fiction is a disgrace. Дик Маллен, господи, Дик Маллен, меня же нашего персонажа коллеги дразнят, называя его Дик Маллен. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year, coming into not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the... You see, Dick Mullen on the job. Get Me Mullen. The Stalwart Adventures of Richard P. Mullen. Dick Mullen and the Murder in the Orchard. The Sordid Affair. A killing is declared. Dick Mullen in the Murder House. The Final Case of Dick Mullen. An Obvious Lie. Dick Mullen in the Clock Tower. The Ordeals of Dick Mullen. Dauntless Owner. Turns out he fated to solve a case. Yes, there's also... Короче, Дик Маллен — это местный Шерлок Холмс, судя по названиям книг. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. The morbid tales of Dick Tragedy Calls for Dick Mullen. Another one with fake death. Автор, который писал об этом Дике Маллене, довольно плодотворный был. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Скорость реакции? Your attempt to grasp at the answer Не узнал. It seems very close by, pulsating just out. Так ли это важно на самом деле? Кто такой Дик Маллен? Ну, ладно. Подсобку мне бы очень хотелось попасть. Здравствуйте. Welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. Здесь все продавцы такие немножко странные. Денежки у меня пока есть, спасибо. I am the proudest owner of our little shop of culture. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Wonderful! Did you talk to her? Great! On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Я пришел, чтобы свернуть свободный рынок. Ну, по идее, это как бы не мое вообще дело. The woman before you scans the store, her shoulders rigid and tense. Every now and then, she nudges her glasses. Как бы окей, у них так заведено, зачем я буду лезть, так сказать, в чужой монастырь-то? You see a tattered set of curtains and a polyhedron-shaped cage-like trinket. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head Подожди, with empty это... eye sockets stares at you. Как будто бы я этот символ видел?
А может быть и нет? This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, curses, and other supernatural scourges. Семенинцы. Семенинцы. Что такое семенинцы? Inhabitants of Ile de Fantôme, the Seminine Islands down south. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fishhead charm at this time. Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. She speaks almost as if she's trying to put a spell. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Нет, не буду я смотреть. Ни ордера, ни повода. Ну, не пускает за занавески. Чё? Мне бы не хотелось, да. Как бы... Ну да, тут как бы... Каждое действие имеет некие последствия, и вот так вот просто в наглую идти и заниматься всякой херней, ну что-то я немножко очкую. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Я, кстати, здесь, да, что-то не протыкивался. Что-то... melody starts playing after you ring the doorbell. Kuno, please stop calling here. Grown-ups don't have time for your stupid games. She Понятно. thinks you're the gremlin child. What would he say to this? А зачем мне притворяться Куна? А что бы он сказал? Я знаю, что бы он сказал, но просто зачем? Oh, I'm sorry, officer. I thought you were... But the doorbell is broken, and the bookstore shouldn't even be on the list anymore. So I can't help you. Please don't call here again. Thanks. A single beep indicates that the line has gone. Здоровье. You ring the doorbell. What an ominous name for a hair salon. Doesn't bode well for anyone's hair. Да, парикмахерская Андро Орландо. Юношеская школа All бокса. you hear is static, but no one answers the call. You Окна ring the 24. doorbell, but nothing. You Ателье wait for Эмма. a minute or two, but all you get from it Феброн looks like someone has такси. melted half the plastic off with a lighter. Окей. The doorbell Ска doesn't work. You Слипстрим. hear static from the intercom speaker. You can almost hear them breathe. Yes, hello. This is Tricentennial Electric. Это автоответчик? Have you come to place an order? She sounds almost antique, as if her voice was being played off an old wax cylinder. A receiver must not be working properly. The lieutenant exchanges. It's you. My God. I didn't think I would hear your voice. It's a woman, and she knows you. Your heart beats faster. Who cares that you don't remember her? Just go along with it. Michelle, just please. Why did you even call? I don't understand. You've been gone for months. I thought you didn't care. Ever since I came to live here, it's been different. As if my... A spot of static overrides her words. When she speaks again, It's so nice. It's so nice to be able to finally meet again. she sounds like she's about to cry. She doesn't answer. Silence. The only thing you can hear now is static and waves washing ashore on the bay. Another seagull passes by,
I don't know what happened either. We should probably stop playing with this thing. You press the number sign on the keypad that terminates the call. 12 name cards on the call box read. Восковой цилиндр. Чего? Что такое восковой цилиндр? Это не воспоминание. Восковой цилиндр — это у первого этого граммофона был восковой цилиндр, на который запись велась. Но почему восковой цилиндр +1? Равные шансы 42%. Еще раз слипстрим попытаться позвонить. И честно, это было немножко криповато. Ну так, самую малость. Silence. No one's home at Fortress. Ревашоль Айс-Сити. No one Логично. answers the doorbell. Главный торговый зал. Nothing happens after you ring the doorbell. They don't want to silence. Больный No one зал. answers. И пустая This табличка. button looks new, but someone has removed. Huh. This button looks new. It's probably not connected yet. Да, надо попробовать. Равные шансы, равные шансы, равные шансы! Пошел я нафиг. The last thing you need in your life is more hysteric emotions. Forget it. Find something else. Ну это очень загадочная, странная вещь. Серьезно? Крипово еще капец. Что это вообще было? Просто что это, твою мать, было? Время же 4 часа, какого хрена здесь закрыто? А вы кто такой, уважаемый? В мире завязан на деньгах. В чем-то ты, конечно, прав. Я думал, что-то после 4. Нет, спасибо. Так, это у нас... Что тут, по-моему, запертая дверь, да? Да, они ключи не могут найти. Никто не знает, где эти ключи долбаные. А ты повар, да? Ты повар. Кстати, впечатляющие кастрюли. Понятно. В принципе, на этом все, да? И все-таки я реально не понимаю, с 16 или с 18, погоди. Или все-таки с 18. Извините. Не, ну надо все-таки, видимо, влезть, судя по всему, в эту авантюру под названием вот эта стачка. Хотя бы понять, что здесь происходит, потому что, ну, стоят ребята, что-то хотят. Я могу только с тобой поговорить. Давай поговорим. We have a right to work. Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. Возможно, я пожалею об этом. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. Нет. Good. We're fighting for a cause here. Right to work. Right to. Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Maybe you should ask them the questions, like why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. So do we, Scott.
We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. The physically impressive man tower has turned his attention back to the gates. Ай, нет, что-то я... Пойду-ка я вернусь к трупу и попробую его снять, потому что что-то вот в эту степь пока что мне лезть неохота. Конечно, вряд ли я что-либо удержу внутри себя, потому что проверка очень тяжелая. Где там, кстати, следы? Может быть, я смогу еще раз проанализировать следы? There are several footprints in the mud, А, нет. left by Увы. workers. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Увы, я больше не могу. Ну, давай, трупешник, There масть. he still is, looking right through you with his white eyes. The 3%. body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Это же жесть. 3%. Эх, ладно, давай. The smell No. is repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more familiar than anything you'd expected. More fever than odor. It fills your mind, flushing you. Не удалось. Ну, в принципе, я и не надеялся. В любом случае, Ким сказал, что не переживай. Too late. It's impossible to keep in. Your body curls and pushes it out. Until a pool of vomit lies under your feet and your throat. The smell of Commodore Red rises from the pool. Among it, distilled spirit and bits of shish kebab. Кусочки шаурмы. It's okay. Happens to everyone. Keep it. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. There is Frit nearby, east of the hostel. They usually have a small apothecary. If they don't... There's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the corner of the whirling in rags. If she works here, she might have something for the smell. Pretty clever. Acquiring ammonia will provide a modifier to the wipe check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. А, ну то есть вот он мне дал подсказочку. Вариантов у нас два. То есть либо во фрите попытаться купить нашатырный спирт, либо спросить у приятной женщины на входе, если у нее что-нибудь, что помогло бы избавиться от лишнего запаха. От чрезмерной вони. Какой нахрен запах? Сейчас спрошу. Hello again, officer. How are things? Sure, I'm done with it. Оу, и все? Go easy on that stuff. It gave me a terrible headache. Серьезно? Я ее не должен никуда... А, ну это предмет. У меня есть платочек. У меня есть платочек Кима. Пронись. А, сейчас как бы проверка станет легче, но не факт, что она прям облегчится значительно. Ладно, попытка номер 2. Вот автосохранение. Быстро все. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated. Большой палец просто. Было 3%, стало 8%. Я вообще не стойкий, короче, ни хрена. The ammonia only makes it worse. The combination forces tears out of your duct. The second time, not so much. When the vomiting Да сколько можно уже заниматься? То есть, это что получается? Я буду, по идее, то есть планируется, что я раз за разом буду ходить, покупать нашатырный спирт. Are you okay, officer?
You're facing tough odds here. It's aggravated further by alcohol withdrawal. Грузиться, да? Не трать спирт. Повысь стойкость, а потом пробуй. А как я повышу стойкость? У меня уровень-то. Мне надо левелапаться еще сколько-то времени. Ugh. Ну да. I've seen captains puke their guts out. It never gets easier. You never get used to the smell. Every Monday is cadaver day. Throw up, investigate. Throw up, initial autopsy. Throw up, back then drive to the station. Maybe throw up on the way there if you didn't bag the thing tight enough. Monday, make sure you bring a handkerchief. No. This is a two-man. You need to get your shit together. We should go talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. It's pretty bad right now. You've gained a thought. When this dialogue is over, go to your thought cab. Give it half an hour. Get Зато у меня yourself появилась together. мысль новая. Then come Тряпка back. собирательства. Ну ладно, я понял, я загружусь. Хорошо. Типа, спирт очень нужен. Я только пока сейчас понятия не имею, куда мне топать. Сейчас мне надо... Да, я понимаю, что можно купить, но это лишние траты денег. А деньги, да, это такая вещь. Ох, стойкость, стойкость, стойкость. Что у меня вообще по стойкости-то? О, стойкость 2. Ну, будет 3. Это значит, что, ну, повысится до 20 там с чем-то процентов от силы. Урон минус 1. Погоди. Так на мне типа урон висит. То есть я уже в любом случае получил минус 1. По идее, если... Это же за урон отвечает, да? Я максимально здоров. Да, и стойкость стала... Охренеть. То есть здесь важно быть максимально здоровым. Ну тогда надо сожраться. Максимальным боевым духом и максимальной этой, может быть... Потому что, возможно, у меня другие какие-то параметры были опущены. У меня сила воли. Сила воли, блин, 4. Стойкость 3. Ну, по идее, если мы поднимем стойкость до 4 во время предстоящего левелапа. Па-па-па-па-па. Ну, по идее, как? Если мы сейчас... Сколько там сейчас вероятность успеха? 17%. По идее, до 23 где-то, да, она поднимет, до 27 там, ну, скольки там. 17% все еще мало. 1 из 10. На крыше, что ли, там? О, а что это за место? Там где-то выход на крышу, что ли, в этой кафехе? А почему я его не видел? От меня скрыли выход на крышу? Время 4:30. Блин, почему профсоюз до сих пор не пришел? Сколько можно-то? Там мелочь лежит. Я хочу эту мелочь забрать. You should pick that fat, juicy cigarette butt from the tray, light it up, and smoke the living shit out of it. Да ну нафиг. Я что, дурак, что ли? Там некая неисследованная дверь. Словно дверь Kim ванная. also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid to ignore.
В мой путь. No problem, officer. Ниндзя, да. Зато заработал 50 опыта. Ага. Вот это я понимаю. Так, катушка. Хорошо. Зачем мне вентилятор? The fan stands still. Понятно. Это что, просто поспать? The bed is cold and not particularly inviting, but it's The option to go to sleep becomes available every night. Я даже и не пытался. Понятно, здесь просто неописуемо. Эпитетом, который придет в голову, вызвал любой поэт. Да. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Техника. Электрохимия. Пытаться остановить процесс формирования гримасы. Я знаю происхождение. Ну вот можно попробовать болторезом, но это низкие шансы. А это, кстати, белые, да, проверки считаются? Или это не белые проверки? Это к соседу. И там все закрыто. Хорошо. А, да? Я даже не понял. Проверка внизу. Понял. Хорошо. Буду знать. Так, а здесь... Здесь просто... Просто. Кстати, а что, стеколку починили, что ли, уже? Кимом Кисураги? Да. Да, я пообщаюсь обязательно. Обязательно. Ну, давай, поговорим. Мы с тобой вообще даже не пообщались. What do you want to know? I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. Pissing competition! Превосходное словосочетание, боже мой. Мне бы это как-то запомнить. Просто, что в английском языке есть аналог нашему вот этому писькомерству. Мериться пиписьками. Pissing competition. Блин, превосходно. You don't know? I assumed you were in on it. That's good. Скажи тогда. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Was there anything else you wanted to know about the case? No, it's not a particularly mysterious case. The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that. The 30. I'm relieved that you agree. Anyhow, let's get back to the case. Was there anything else you wanted to know? Maybe you can tell me what you do know to help me narrow it down a bit. Do you want me to brief you? 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. They didn't identify themselves in any way.
The tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor... There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The dock workers' union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. Just to be clear, we are police officers. It's our job to find a killer. That's the case. Uncover... Секретное задание было, я его выполнил. Расспросить Кима о деле. На всякий случай уточняю. Хорошо. You mean like a brief? Do you want me to brief you again? Да нет, There's no reason to wing anything. 3 days ago, the RCM... During that time, the victim had been stripped of his belongings. A security guard or worker of some sort, hired by Wild Pines. This was just hearsay from... They didn't identify them. There's a strong prejudice against involving the R... Just to be clear, we are police officers. It's good. No response. He's having trouble processing it, believing it even. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? There is a sudden, harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. Focus on other people's troubles, not your own. That is a relief. Ладно, хорошо, я понял. The lieutenant glances at the sports watch on his wrist. Я заметил, что ты за мной ходишь. Ну, логично. Me? I Да. don't see how my life is pertinent to the investigation. Отстойника? Не-не-не-не-не. That's a fair point. All right, for the good of the investigation, what do you want to know? That's because I'm half Seolite, or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother, but from my mother's side. It's not an interesting topic. It's a part of the world, officer. A geopolitical entity and a geographic division. I told you it wouldn't be interesting. Seoul is a protectionist, isolationist, pan-Isolari state west of the Insulindian Isola. Actually, it's quite interesting. Some would even say mysterious. Ну что ж, ладно, хорошо. I can see Я you're не хочу- disappointed. You are right to be. I don't speak a word of Seolite. I've never met either one of my grandparents. I've never been to Seoul. I'm a regular garden variety ravacholière. Что себе какую-нибудь тайну. What do you mean? I have no idea what you're talking about. А у меня вот The есть lieutenant's conceptualization skills must be rather rudimentary. навык концептуализации. Неплохо, неплохо. I can't say that it does, no. When I need to think... The lieutenant produces his small blue note. We all have our different mediums. His is written. You're super lucid, yet psychedelic. You don't need office supplies to connect to your nervous system. You're special. Я особенный. Как говорится, мама мне всегда говорила, что я особенный. Good. Let's change the subject. Ну что ж, это пока... У меня есть катушечка, на которую, я уверен, можно будет записать камерение. Мерение пиписька. Здесь наш квест прям так и написан. Ну, в принципе, как поставили квест, так и, собственно говоря... А почему отмена? Я ее спросил же вроде. Ну ладно.
Ладно. Ну, там дама. Что? Заголовки на первой странице тебе ни о чем не говорят. Странно. Возможно, я уже пребываю в алкогольном чаду на протяжении... Ну, я и так, в принципе, я так понимаю, несколько дней уже провел в таком состоянии, поэтому, наверное, неудивительно, что мы ни хрена не понимаем обо всем происходящем. Мадиамс. Опыт 45. Так, подожди, карта. Секундочку. О, извиняюсь, небольшой форс-мажор. А что, у меня камера сбилась?
Ага, так, нормально. Так. Это я... я хотел посмотреть на карту и увидеть... И у меня тут... Стойкость. Во-первых, давайте посмотрим, есть ли у меня шмотка какая-нибудь, которая стойкость повышает. Грубая сила, скорость реакции, электрохимия. Кстати, есть что-то на электрохимию. Полицейская волна, внушение. А вот... грубая сила — это грубая сила, да, я так понимаю? Это вообще не стойкость. Да, есть грубая сила. И она мне, кстати, 3. Угу. Ладно. Визуальный анализ. Беды. Ну я его провалил. Отпечатки подошв в пыли. Подожди, странно. А это где? Это обнаруженные белые проверки. Проверки на белом фоне сейчас доступны. Коробка защитная статуя всадника. Можно попробовать еще раз пройти статую всадника, проверку. Полезно. Это, соответственно, пока еще недоступно. Спящий, грубая сила. Зеркало невозможно. Испорченный журнал, техника. Кстати, можно попробовать. Концептуализация невозможно. Самообладание легендарно. Сложно, невозможно. Короче, испорченный журнал. Это, насколько я понимаю, мой журнальчик. Вот этот, да? Да. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely Тайник held в together by a clip, планшете. then made complete Равные by the шансы. faint smell of urinal cleaner. И это даже нельзя проверить. Ну да, сохранюсь, что уж там. Что уж делать. Что тут что-то прям это поперло. It's the ledger you found in the trash. Есть! The two sides of the board appear slightly Боже мой, misaligned, я это like a сделал. drawer that's come off its slides. Какая планшетка If you возьмем? bend the plastic on your knee slowly, the slides snap back into place. It should be possible to just, you know, without Открывай. resistance or sound, the two ticket stubs and a handmade postcard. Убирайся нахер, ублюд. Чё? Для промокаемых материалов. Two octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. Билеты в зоопарк. These let you go there too. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. It smells of chewing gum, apricot flavored. A touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Familiar handwriting lines the inside of the card. Looped, round letters in a woman's hand. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile. You think. Although that is not something you could... Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Throw it away, please. Your hand shakes, holding the card. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest, down Voyager Road. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon, when I get off the 42 and walk back to you. You,
Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white sparks fall like snow from the bow collector. A streetcar distancing. You feel the ledger slip from your hand. No, no, hold on. To what? There's no... Detective, is everything alright? Неприятные воспоминания. There is nothing. Я немножко не ожидал такого итога. Можно загрузиться, пожалуйста? Поразительно. Ну, получается, что да, мы зашли на территорию, на которую, видимо, не стоило заходить. Да, я уже понял, что лучше... A merciful wind blows in from the bay of Revachol, dusting the ground at your feet and raising newspapers far away. You feel the card slipping into it. No, don't throw away the baggie. There's dust on the drug baggie. It's not good, but at least it's some kind of way to be together. Господи, да определитесь уже, что мне делать. Your hands shake. Hold every step I take, it grows. By the time you jam the compartment shut, it's hard to breathe. The air in your lungs feels sour somehow. The drawer is locked. Blue ink drips from without resistance or sound. It's slightly. Это специальный отдел для промокаемых материалов. То есть очень важная, видимо, составляющая этой записной книжки, в которой детективы хранят очень важные... Так я дочитал до Гарри. Все в порядке. То есть я до Гарри дочитал, он мне первый раз попросил, типа... Ну, да. Короче, да, нашего героя зовут Гарри. Ну что ж, хорошо. И у него была очень большая любовь. Юной девице, 20 там с чем-то лет. Ему-то на вид лет 50, вообще, если честно. Ну, 40 точно. Но я думаю, он помладше. Потому что алкоголь все-таки делает свое грязное дело. И немного, наверное, плоховато он себя. Ну да, с другой стороны, сколько лет открытки? Ладно, это надо... Обалдеть. Вот уж действительно никогда не знаешь, где тебя поджидает смерть. Спасибо большое, Алин, что подсказала сохраниться. Я сначала подумал, что ты рекомендуешь сохраниться, чтобы проверочку, если что, успешно перебросить. А оказалось, что здесь надо, да, перед каждой проверочкой лучше сохраняться. Потому что иначе можно, да, чуть-чуть отъехать. Ладушки, друзья мои. 2 часа пролетели практически незаметно. Увы, не приблизились мы к разгадке этого загадочного дела на сегодня. Но, как говорится, еще не все закончено, еще есть это.
Еще есть время, еще есть на самом деле дела, которые можно поделать. Ну, по крайней мере, я попробую их разрешить. Вот. Всем огромное спасибо. Поторчали, посидели, посмотрели. Мне было приятненько. Вам, надеюсь, тоже. Всех люблю, всех целую. Жду вас на следующих стримах. Там, если что, чиркайтесь, подписывайтесь. Всех просто... Пупок. Чмок вас в пупок. Все.